Это мы на языковом обмене в Португалии. Там мы встретили много клевых людей из разных стран мира, в том числе вот эту вот девушку, которая говорила по-русски, причем довольно быстро. Я постараюсь медленно. Да, медленно. Записываешь? Да. Вот мы на языковом обмене, и мы встретили девушку из Украины, которая говорит по-русски и которая учится здесь, в Агеде, в университете уже 1 год. 1 год, Да. Вот. И мне очень интересно узнать о твоем опыте, да, то есть изучение языка в Португалии, как в университете учиться здесь в Португалии. Вообще просто узнать о твоем опыте. Хорошо. Опыт на самом деле очень полезный, очень интересный. Если сравнивать, допустим, нашу постсоветскую систему преподавания и европейскую, это небо и земля. Да? Да. Даже в самом подходе учителей это очень заметно. То есть приветствуется как бы инициатива, разные подходы. Учителя стараются больше заинтересовать себя своим предметом. В принципе, специальности даже в школах, по-моему, с 9 класса тебя разделяют там на гуманитариев, на технарей и на типа художников, творческих людей. Так же, в принципе, как и в России. Я как бы училась, например, в гуманитарном классе до 9 класса, до 11 класса. То есть это Я не знаю, потому что у нас такого нет. У вас такого не было? Нет. То есть не было разделения на в обычной математический, школе нет. Гуманитарий? Нет, в обычной государственной школе такого нет. То есть все учатся как бы по одной программе? До 11 класса, до конца 11 класса все учатся по одной и той же программе, никакого разделения нет. Ты учишь 20 предметов за 1 год. Здесь такого нет. То есть ты учишь, допустим, в 12 классе ты учишь, по-моему, 4 предмета основных, которые ты выбираешь. И они сугубо вот только связаны с твоей как бы специальностью, которую ты собираешься выбрать. Интересно. А в университете, то есть, допустим, ты поступаешь в университет, у тебя какая-то специальность, то есть, есть какие-то общие предметы? Да, на первом курсе всегда такое есть. На первом курсе, допустим, у меня специальность менеджмент, но мы изучаем португальский на как бы уровне носителей, то есть это грамматика такого более сложного уровня, и в том числе, допустим, языковые стили, то есть умение, допустим, общаться, виды текстов, жанры, лексика специальная, то есть умение, допустим, писать отчет, вот такое вот. Не совсем связано со специальностью, но на первом курсе такое будет. По специальности у нас, наверное, вот именно по специальности сугубо у нас только электронные офисные приложения, и у нас есть предмет типа введения в секретариат, где мы изучаем обязанности секретарей, умение, там больше как бы по психологии даже, то есть умение общаться, умение выстраивать отношения в коллективе. Вот. Но все на португальском? Все на португальском, кроме английского, да. Кроме английского. Английский у нас преподавательница всегда разговаривает на английском во время урока, все задания на английском, то есть это мой любимый предмет, я все понимаю, поэтому да. Хорошо. А португальский, то есть получается, здесь же, наверное, очень много людей из разных стран мира, которые изучают какие-то предметы на португальском, но по большому счету они не говорят на португальском. Да. То есть сложно, наверное, это очень сложно. А есть какие-то предметы, чтобы вот именно изучать португальский, то есть изначально вот какие-то азы, да? Есть курсы, но, к сожалению, в моем случае университет только предоставляет курсы прям для самых-самых начинающих, то есть есть действительно очень много интернациональных студентов, но они, видимо, только прибыли, и у них вообще, то есть базы нет, и вот то, что я уже как бы знаю, мне нужно больше как бы практики, больше сложнее, более сложной грамматики. Университет предоставляет только курс для начального уровня, поэтому для меня это как бы не вариант, это просто трата времени. Поэтому я практикуюсь со своими знакомыми, одноклассниками, одногруппниками, соседями в общаге. То есть ты просто делаешь сама, ты поглощаешь какой-то контент тоже на португальском. Да.
что вы, как получается, comprehensible input, то есть то, что ты смотришь что-то, Ну, понимаешь. по учебе и в основном, да. Да. Я стараюсь, когда учитель говорит, хотя на самом деле вот в потоке слов, когда ты 4 часа слушаешь только на португальском, как люди говорят, ты, конечно же, вообще ничего не понимаешь в конце. Но я очень стараюсь. Если прям сосредоточишься, если медленно говорят, то да, это получается. Но это очень сложно, это выматывает, иногда теряется мотивация. Но я все время стараюсь себя так подгонять и думать, что вот я буду знать за 4 языка, если выучу португальский. Так что... Ну круто, слушай, да. молодец. Чего? Хорошо. Ты Просто очень быстро говоришь. Блин, я всегда быстро говорю. No, это важно. Это Потому важно. что это реалистично. Да. No me grabes, hombre. Нет, Sí, es это реалистично. действительно, да. Ну, для изучающих, мне Я не кажется, могу, вот честно, я не могу, я пытаюсь, но если я говорю медленно, у меня теряется как бы эмоциональная составляющая речи, и я говорю как какой-то, робот. да, Да? и я не чувствую, что я говорю нормально, то есть я не ощущаю себя как бы живым человеком. не знаю. Ну, спасибо тебе большое, Юля. Хорошо. Все, закончили. Ну все, давай заканчивай. Что ты делаешь? Are you actually filming? So that there is like something like I was like, Behind I'm the going to scenes. open my Coca-Cola.